Доброго времени суток, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я очень рада снова встретиться с вами. Сегодня мы будем готовить лагман. В гости ко мне приехала с Бишкека моя заловка, Шынар ее зовут. Мы решили сделать лагман. Лагман будет делать она, а вы вместе с ней. Берем полкилограмма муки, вода, вот такая тепленькая, здесь столовая ложка соли. Перемешиваем. Добавляем растительного масла, столовую ложку. Одно яйцо. И делаем тесто обычное. Тесто вот сделали, вот такой вот мягкости должен быть тесто. Потом пакет и оставляем на минут 10. Так должен постоять наше тесто. Готовить подлив к лагману. Для подлива мы берем полкилограмма мяса, говядину можно, вот такой вот хороший мякоть. Режем с соломкой. Вот так вот. Заготавливаем. Берем вот такими вот соломками, режем. Не сильно тонкую, не сильно толстую. У нас в подливе получилось очень. Вот для лагмана берем вот овощи. Пекинской капусты 3 листочка. Вот такие. 2 помидора. 1 морковь. Редьку зеленую 1. И вот болгарский перец, светофор половинку, луковицу 1 хватит нам и полугорький перец, а это стручки сельдерей, а это стручки, чесночные стрелки называются, чтобы у нас лагман был очень аппетитным, витаминизированным. И вот зубчики, 5 зубчиков чеснока. И начинаем резать с кубиками. Я режу обычно кубиками, чтобы было красиво. Не сильно тоненькую, чтобы средние кубики у нас получились. Вот такие вот кубики у нас получаются. Морковку тоже так же режем. Тоже так же кубиками. А перец режем крупными кубиками перец. Примерно вот так вот получается. Лук режем, как обычно, полукольцами. Пекинскую капусту тоже режем крупными кубиками. Вот так вот вдоль. Потом вот так вот раз. Стебли сельдерей просто вот режем вот такими размерами, где-то примерно сантиметр-полтора.
Чесночные стручки тоже так же режем. Очень аппетитные, полезные. Помидоры тоже мелкими кубиками. Вот такой вот размером помидоры. Чесночные зубчики остались. Их можно резать вот так тоже соломкой. Крупные, чтобы были. Или можно вот так вот. Раз. И вот так порезали. Чтобы видно было. Совсем мелко не надо. Теперь мы займемся нашим тестом. Мы должны... Это тесто постояло. У нас уже вот такая вот красивая. Подготавливаем. Теперь мы должны делать для растяжки лагмана вот так вот лепешечку. Лепешечку. Вот у нас растительное масло, грамм 100. Мы вот мажем с двух сторон. Вот так вот. И готовим лепешечку. Вот это наше тесто, уже намазанное растительным маслом. Делаем вот такие вот полосочки. Вот у нас получилось 7 полосочек. И вот эти полоски мы вот так вот, надо, чтобы масло впиталось в это тесто. И мы их будем складывать вот так вот кружочками, чтобы с этим растительным маслом, чтобы впиталось, немножко постояло у нас тесто. Тогда будет хорошо тянуться, когда масло немножко питает себе. И тесто наше будет очень хорошо, легко, не будет рваться, тянуться. Такие вот. Вот это вот все мы опять закрываем мешочком, чтобы не обветрилось. Она должна постоять еще минут 5-7. Тем временем мы начнем делать подлив. Наливаем где-то 150 миллилитров, 100-150 миллилитров растительное масло. На раскаленное масло ложим мясо. Мясо посолила по вкусу. Теперь немножко на несколько времени закрываем, чтобы хорошо протушилось у нас мясо. Мясо у нас обжарилось. Теперь мы закидываем лук. Перемешиваем. И лук мы должны обжарить до золотистого цвета с мясом, чтобы было мясо сочное. Так, вот мы лук обжарили. Теперь мы закидываем редьку и морковку, которые порезаны кубиками красиво. Закидываем тоже, немножко обжариваем. Мы закидываем перец зеленый, красный, болгарский перец. И пекинскую капусту одновременно. Зелень, чеснок мы в последнюю очередь. Такой вот красивый, золотистый. Получается у нас лагман.
Выкладываем стручки чесночные стручки и сельдерей, и зубчики чеснока, которые мы порезали мелко. И помидоры, томат. Только перемешиваем и оставляем тушиться на медленном огне. Когда тесто постояло немножко в масле, оно уже сама тянется. Масло растительное. Можно вот так вот покатать. Не отрывая от теста руку, можно вот туда-сюда, в обратную сторону. Сильно. Если тесто сильно впитывает масло, можно чуть-чуть вот так намочить, маслом намазать ладони и вот тесто у нас мы сделали заготовку. Теперь мы уже окончательно для варки готовим. Уже вот она, видите, как сильно хорошо тянется. Сделали такие. Так вот тесто уже тянется. Все наши заготовки мы можем друг за другом уже вот, начиная с середины, вот так вот, и не отрывая руку, растягиваем, растягиваем. И вот идет. Вот тесто уже вот, когда мы чуть-чуть сделали потоньше, и вот самый почти последний этап, вот он уже сам вот таким образом тянется. Можно уже сразу варить вот это вот такой толщины. Это на любителя. Кто-то может быть потолще, кто-то потоньше. Но у нас вот тесто, когда масло хорошо впиталось, а можно вот так вот ручками немножко покрутить, и будет круглые, хорошие. Вот оно. Где чуть-чуть толстое, то можно вот так потянуть, и он уже становится такого же размера. Вот конец одной пластинки нашей. И вот мы таким образом крутим на обе руки. Не рвется ничего, очень идет мягко, гладко. Не знаю, сколько метров здесь, но вот очень. И вот берем вот так вот и обступим. И вот такой вот толщины получается. Вот у нас тесто уже для варки готово. Кипящую воду бросаем без горки столовые ложки соли и начинаем варить наше тесто. Вот готовое тесто мы бросаем вот китайскими палочками. Так как здесь масло уже впитано, тесто не прилепится. Вот она вот уже в воде, она вот так вот частями вот так вот варим, доводим до кипения, потом сразу снимаем. Вот она у нас 1-2 минуты покипела в кипящей воде и не прилипшее. Вот такое вот тесто. Снимаем.
вот в тарелку, чтобы остывало. Вот так вот мы сняли тесто. И вот так частями всю нашу заготовку мы варим в этой кипяченой воде. Вот мы приготовили наш лагман. Вот такое вот тесто у нас получилось. С укропом, с зеленью. Такой ароматный, очень ароматный. И добавка к этому лагману вот лазаджан. Это вот добавляется таким образом вот в этот лагман по вкусу. И приятного всем аппетита. Вот такой лагман у нас на сегодня ужин.